In 2 Samuel chapter 12, Итак, во втором Царств 12 главе the Lord sent Nathan to David. Господь послал к Давиду Нафана. Now, instead of just confronting David directly, Nathan tells him a story. И вместо того, чтобы противостать, обличить Давида напрямую, Нафан рассказывает ему историю. Two men, rich man, poor man. Послушай, Давид, такая история случилась. Был богатый человек и бедный. Rich man had many flocks. У богатого было очень много стад. Poor man, he only had one little lamb, А у бедного была одна маленькая овечка. which was like a pet. Она была как домашнее животное у него. Okay? He brought him up, he had him with his children. Он выросла у него вместе с детьми его. I mean, he would even drink from his own cup. Она ела его от хлеба и даже из чаши его пила. It was just like a little girl to him. This lamb would come, put his Это вот как head, маленькая овечка, go to sleep on his как chest. его девочка, да, вот прямо дочь, на груди у него спала, была для него как дочь. Well, a traveler came to visit the rich man, И пришел к богатому человеку странник. and instead of killing one of his own animals to feed the guest, he took the poor man's sheep. И вместо того, чтобы взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, он взял овечку бедняка. Well, David heard this, and he was very angry. И Давид, услышав это, сильно разгневался. As the Lord lives, the man who has done this shall surely die. Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший. You show me that man, I'll kill him. Покажи мне этого человека, я прибью его. And he shall restore fourfold for the lamb. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это. And Nathan said, Сказал Нафан Давиду: you're the man. ты тот человек. The Lord said, I anointed you king over Israel. I delivered you from the hand of Saul. Так говорит Господь: я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула. I gave you your master's house and Я дал master's wives and тебе your people. дом господина твоего и жен господина твоего. I gave you Israel and Judah. Дал тебе дом Израилев и Иудин. And if that had been too little, I would have given you much more. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Why have you despised the commandment of the Lord to do evil in His sight? Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? You have killed Uriah the Hittite with the sword, Урию хитиянина ты поразил мечом, and you have taken his wife. и жену его взял себе в жену. Now therefore the sword shall never depart from your house, Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки, because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой. So when he says the sword will never depart from your house, there's going to be violence, there's going to be bloodshed. И когда говорится, что не отступит меч от дома твоего, имеется в виду, что будет постоянно насилие и кровопролитие For the rest of your life. до конца твоей жизни. I will raise up adversity against you from your own house. И вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего. I'll take your wives before your eye and give them to your neighbor, И возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему. and he shall lie with your wives in the sight of this sun. И будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Everyone will be able to see this. Все смогут это увидеть.
You did it secretly, I will do this thing before all Israel, before the sun. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. David said to Nathan, I have sinned against the Lord. И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. Nathan said to David, the Lord also has put away your sin, as there's been forgiveness. Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, значит, ты прощен. You shall not die. Ты не умрешь. This word, put away. Вот это слово, да, снял с тебя грех твой. What does that mean? What does your word mean? Что это значит слово? Forgave. Huh? Forgave sin. Is that what it means? Это то, что оно значит? Нет, он спрашивает тебя, это значит, что Like he took it away. Took it away in Russian. Oh, I took it away? Took it away. Uh-huh. Okay. It's an interesting word. It means to transfer from one person to another. Ну, интересное слово, буквально означает перенести с одного человека на другого. Перенести от одного человека к другому. This is the word that's found, for example, in 2 Samuel 3:10. Например, мы это же слово видим во втором Царств 3:10. Where it says to transfer the kingdom from the house of Saul. Отнимут царство от дома Саулова. Господь отнял от тебя грех. It's also found in Esther 8:2. И также мы видим его в Эсфире 8:2. He took off his signet ring, which he had taken from Haman, and he gave it to Mordecai, as he transferred it to him. Перстень свой, который он отнял у Амана. То есть есть передача от одного к другому. So, the Lord has transferred your sin to another. Поэтому Бог перенес ваши грехи на кого-то другого. All right, what doctrine is this if you were teaching salvation? И что это за доктрина, если вы учите о спасении? Какая доктрина? Imputation. Вменение. Imputation. Вменение. It's like Isaiah 53:6. The Lord has laid on him Псалм the 55:6. iniquity of us all. И Господь возложил на него наши беззакония всех нас. So there is forgiveness. Поэтому есть прощение. David confessed his sin. Now this might have been many months after the И sin. Давид исповедовал грех, и это исповедание могло случиться много месяцев спустя, после того, как грех был совершен. 2 Samuel 12. И во втором Царстве 12, In verse 14, he said, because by this deed you've given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child also who is born to you shall surely die. но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. So someone said, it's not the baby's fault. It's not the baby's fault. Ну, кто-то скажет, ну, ребенок-то ни в чем не виноват, это же не его грех. Well, life comes from the Lord, and length of life is in His hands. И жизнь исходит от Господа, и продолжительность жизни также в Его руках. We say that on the basis of that verse that this situation became public. Well known. No, I'm not saying that. But okay, we'll make the point. Okay, and so the Lord struck the child that Uriah's wife bore to David, and it became ill.
И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. And David, it says, fasted. И Давид, тут сказано, молился и постился, лежа на земле. He lay on the ground. People tried to get him to get up, but he wouldn't, and he wouldn't eat food. Лежал на земле, вошли к нему старейшины дома, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеб. And David pleaded with God for the child. И Давид умолял Бога об этом ребенке. Let this baby live. Он молился, чтобы этому ребенку Бог He wanted this baby. позволил жить. Он хотел этого ребенка. It says in verse 18, on the seventh day it came to pass that the child died. И 18 стих, на 7-й день дитя умерло. And the servants of David were afraid to tell him that the child had died. И слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец. He said, well, we indeed, while the child was still alive, we spoke to him and he wouldn't heed our voice. So how can we tell him the child is dead? He may do some harm. И поговорили они, когда дитя было еще живо, мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же мы скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. But when he saw his servants whispering, he perceived that the child was dead. Но когда Давид увидел, что слуги его перешептываются, он понял, что дитя умерло. Is the child dead? And they said, he is dead. Давид спросил слуг, умерло дитя? Они сказали, да, умерло. So David arose from the ground, washed and anointed himself, and changed his clothes. Давид встал с земли, умылся и помазался, переменил одежды свои. And he went into the house of the Lord and worshipped. И пошел в дом Господень и молился. And he went to his own house, and when he requested, they set food before him, and he ate. И, возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Servants don't understand this. Слуги этого не поняли. So they said to him, what is this you've done? You fasted and wept for the child when he was alive, but when he died, you arose and ate food. Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал. Когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. We said, well, when the child was still alive, I fasted and wept. Сказал Давид, доколе дитя было живо, я постился и плакал. I said, who can tell whether the Lord may be gracious to me that the child may live? И подумал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живым. But now he's dead, why should I fast? А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Can I bring him back? Разве я могу возвратить его? No. Нет. I shall go to him, but he shall not return to me. Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Oh, many years ago, Много лет назад I had determined that I should be a pastor. я решил, что стану пастором. And in the church where they ordained to me, И вот в церкви, где они меня положили, they began giving me different tasks to do. они мне начали давать разные задачи, чтобы я их исполнял. And one time the pastor was out of town teaching at a conference. И случилось так, что старший пастор церкви, его не было города, он преподавал где-то на конференции. And the secretary called me and said, И мне there's been a death. позвонила секретарь церкви и сказала, вот случилась трагедия, случилась смерть. And they need someone to conduct the funeral service. И они говорят, нам нужен кто-то, кто провел бы похороны. Now, in all of my life before that, I'd only been to 2 funerals. И в течение всей своей жизни до этого я только дважды присутствовал на похоронах. Grandfather, grandmother. Похоронах бабушки и дедушки. Other than that, I had never been to a funeral. Помимо этого, я никогда на похоронах не был. I didn't know what to say, И я не знал, что сказать. but they said, can you do this? Но они спросили, ты смог бы? I said yes. Я сказал, да. It was the next day. Это, нужно было сделать на следующий день. So I prepared this
message. И я приготовил проповедь. And I went to the place where the body was. И я пришел к тому месту, где лежало тело. And when I arrived, И когда я пришел на место, they told me that the one who died was a baby who had lived for 3 or 4 days. они сказали мне, что умерший, тот, кого хоронят, это младенец, который прожил 3-4 дня. I didn't know that. Я этого не знал заранее. I had never preached a funeral before. Я никогда раньше на похоронах не проповедовал. I didn't know what I was going to do. Я не знал, что мне делать. I was very disturbed. Я был очень-очень взволнован. Well, fortunately, I had a little time, maybe a half hour before the service. Но, к счастью, у меня было чуть-чуть времени, может быть, полчаса до начала вот этого похоронного собрания. And I came, I mean, what do you tell parents when their baby has died? И я, что вообще сказать родителям, когда ребенок умер? What kind of comfort can you give? Какое утешение можно дать в такой ситуации? And I came to this passage. И я открыл этот отрывок. He said in verse 23, Сказано в 23 стихе. I shall go to him, Я пойду к нему, but he shall not come back to me. а оно не возвратится ко мне. He's not going to come back to life. Ребенок не вернется к жизни. He's gone. Ребенок ушел. But I will go to him. Но я, говорит Давид, пойду к нему. Now David is not saying, well, I'm going to die someday too. Ну, Давид не говорит, что я когда-то тоже умру. But I believe babies go to heaven. Но он говорит, я верю, что ребенок на небесах. They have not rejected the gospel. Ребенок не отверг Евангелие. And I believe God is merciful. И я верю, что Бог милостив. David said, I'm going to go to him. И Давид говорит, я пойду к нему. One day I will see this child. Однажды я увижу этого ребенка. So I have used this verse on numerous occasions. И этот стих я использовал во многих случаях. I will go to him. Когда и важна эта фраза, я пойду к нему, говорит Давид. David comforted Bathsheba, his wife. И утешил Давид Версавию, жену свою. She got pregnant again, И она родила снова сына. and he called his name Solomon. И нарекла ему имя Соломон. And the Lord loved him. И возлюбил его Господь. So he sent word by the hand of Nathan the prophet. И послал пророка Нафана, и он нарек ему имя. So he called his name Jedediah. И дал ему имя Иедидия, Which means beloved by the Lord. и буквально это значит возлюбленный Господом. You don't find too many people named Jedediah. Как-то немного людей я знаю по имени Едидия. A lot of Davids, a lot of Nathans. Давидов много знаю, Нафанов даже много знаю. And I've met a number of Jewish people named Solomon. Даже евреев знаю по имени Соломон. And I think in all my life I only heard of one person named Но Jedediah. я думаю, за всю свою жизнь только про одного человека слышал по имени Едидия. Beginning in chapter 13, Ну, начиная с 13 главы. oh, now will be fulfilled the prophecy that there's going to be bloodshed in the house of David. Ого, вот тут уже начинается пророчество о том, что будет резня и кровопролитие в доме Давида. And there's going to be great turmoil in that house. И будет много беспорядка в этом доме, в этой семье. Okay, we have Absalom, Мы видим Авессалома,
He had a lovely sister. и его любимую сестру. He's half sister, but Ну, сводную сестру, но не важно. her name was Tamar. По имени Ф.Майерс. And Amnon, the son of David, loved her. И Амнон, еще один сын Давида, он полюбил Ф.Майерс. So Amnon now is in love with his sister. Ага, но он теперь влюбился в его сестру. Well, he tricked his sister into coming into his chambers. Ну и он обманом завлек сестру зайти в его комнату. And he raped her. И он изнасиловал ее. Being stronger than she, he raped her and lay with her. He forced her. Но он не хотел слушать слов и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с ней. And then, after this, he was disgusted with her and threw her out of the house. И после этого он возненавидел ее и вышвырнул ее из дома. Погнал ее. So, in verse 20, И стих 20. Absalom, brother, Сказал Авесолом брату: has Amnon your brother been with you? не Амнон ли брат твой был с тобой? So Tamar now is going to stay in her brother Absalom's house. И теперь Ф.Майерс останется в доме брата Авесолома. Now David heard this and he was angry, И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. but Absalom, he didn't say anything about his brother, good or bad. Авесолом же ничего не говорил с Амноном, ни худого, ни хорошего. But he hated Amnon. Но он возненавидел Амнона. It came to pass after 2 full years. И прошло 2 года. He waited a long time. Авесолом долго ждал. And so Absalom is going to kill his brother Amnon. И Авесолом собрался убить своего брата Амнона. So after he did that, Absalom ran. И после того, как Авесолом убил Амнона, он сбежал. So now Absalom has run away, and David grieves because his son has run. И теперь Авесолом сбежал, и Давид сильно воскорбел из-за того, что сын его сбежал. So Absalom ran away, was there 3 years. И Авесолом сбежал на целых 3 года. 3 года. In verse 39, King David longed to go to Absalom. Стих 39. He longed to go to... Yeah, he wanted to go to Absalom. Наш перевод не очень точный. У нас не стал царь Давид преследовать Авесолома, но в английском современном сердце царя рвалось за Авесоломом. Он хотел с ним воссоединиться. And he'd been comforted about the death of Amnon. И потому что он уже утешился после смерти Амнона. Joab. И вот Иав. Who's Joab? Кто такой Иав? The King's General. He's the king's general. Царский And his и его Племянник. nephew, son of David's sister. Племяха. So he devises a way to talk to the king about the situation. Ну и он находит способ поговорить с царем об этой ситуации. And he finds this woman who will go and tell David a story. И он находит женщину, которая вот должна пойти к царю и рассказать ему историю. Much the way that Nathan told David a story. Очень похоже, как Нафан тоже рассказывал Давиду историю.
So she tells this story, and David said, well, there ought to be forgiveness in the family. И вот рассказывает эта женщина историю, и Давид говорит, ну, слушай, в вашей семье должно быть какое-то прощение. And the woman said, well, if that's true, И женщина говорит, ну, если это так, then why don't you bring your own son home? то почему ты, царь, своего собственного сына не вернешь домой? Verse 16. So David says, yes, Absalom can return home. И Давид сказал, да, Авесолом может вернуться домой. And the king said, let him return to his own house. Don't let him see my face. Сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. Yes, he can come home, Да, теперь он может вернуться домой. but I don't want to talk to him. I don't want to see him. Но я не хочу его видеть, я не хочу с ним говорить. And he dwelt 2 full years in Jerusalem, but did not see the king's face. И вот Авесолом пробыл 2 года в Иерусалиме и лица царского при этом не видел. So you can start thinking, what am I doing here? I can't see the king. Why should I even stay here? И Авесолом начал задаться вопросом, что я вообще здесь делаю? Я не могу повидаться с царем. Почему я здесь нахожусь? Well, finally, they get together. Ну, в конце концов, они встретились. In verse 33. Стих 33. When he had called Absalom, he came to the king, bowed himself on his face to the ground before the king, and the king kissed И Absalom. позвал царя Авесолома. Он пришел к царю и пал лицем своим на землю пред царем. И поцеловал царя Авесолома. But David really didn't forgive him. Но Давид его на самом деле не простил. So Absalom becomes bitter about that. И Авесолом очень на этот счет огорчится. And Откуда нам что не простил? А? Откуда мы знаем, что не простил? How could we see that David did not forgive Absalom? well, he didn't see him. I mean, Absalom was gone for 3 years. Но Авесолом ушел на 3 года. But Absalom was afraid to come home because he thought that David would kill him. Но Авесолом боялся вернуться домой, он боялся, что Давид его убьет. Finally, Joab arranged it so that Absalom could come back to В Jerusalem. конце концов, Иав все как-то так устроил, организовал, и Авесолом теперь мог вернуться в Иерусалим. But David said, I don't want to see him. Но Давид сказал, я не хочу его He видеть. was there for 2 years. He never saw his В son. течение 2 лет он даже ни разу не видел своего сына. And so finally, Joab arranged for Absalom to actually meet with David. И в конце концов Иав организовал уже как бы личную встречу Давида и Авесолома. And that's the last time they met. И это был последний раз, когда они He did not увиделись. restore his son. Он не восстановил своего сына. Ну, как в правах. На этом основании делать лучше не простил. So on that basis you make a conclusion that David did not forgive him. Yes. Да. Well, Absalom, because of this, becomes angry with his father. Но Авесолом по этой причине разгневался на отца. And he goes out and he begins to win people to his side instead and turn them against David. И он начинает потихонечку завоевывать сердца людей, склонять их на свою сторону и как бы накручивать их против Давида. So he went to the gate, which was where they had the court in those days. И он
Вставал рано утром и становился при дороге у ворот. У ворот в то время находились суды. And people would come and they would want the king to make a decision И for them. люди шли к воротам, и они хотели, чтобы царь принял какое-то решение по их вопросу. And Absalom would stand there, and when these people would come and say, well, what city are you from? И Авесалом стоял вот на этой дороге, и когда кто-то проходил, он спрашивал, а из Oh, well, какого I'm from города? such and such a tribe. Вот из такого-то города, из такого-то колена. He said, well, your case is good and your case is right, but there's no deputy of the king to hear you. Он говорит, да, дело твое доброе, справедливое, но вот жаль, некому царя выслушать. Now, if I were the judge in the land, О, если бы поставили меня судьей в этой земле, I would give justice to everybody who came to me. я бы судил по правде каждого, кто приходил бы ко мне. So, anybody that would come, Absalom would make friends of that person. То есть с любым проходящим мимо Авесалом пытался сдружиться. And so it says, in this way, Absalom acted toward all Israel who came to the king for judgment, and Absalom stole the hearts of the men of И Israel. так поступал Авесалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесалом в сердце израильтян. Now, in verse 7, there is a mistake. И в 7 стихе там есть небольшая ошибка. It says after 40 years, but it should say after 4 В years. синодальном сказано, по прошествии 40 лет Авесалом сказал царю. Должно быть 4 года. Через 4 года, да. Absalom said to the king, Авесалом сказал царю, let me go to Hebron and pay the vow that I vowed to the Lord. пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. The king said, go. Царь сказал, иди. Well, Absalom, То есть 4 года он завоевал людей, да? so Absalom took a bunch of men with him, 200 men. И Авесалом взял с собой много людей, 200 человек. Авесалом завоевал людей. So we see that there is a conspiracy. И мы видим, что они начинают осуществлять вот этот давно задуманный заговор. So he's going to start a revolt against the king. То есть мы видим, что Авесалом начинает мятеж против царя. A messenger came to David saying the hearts of the men of Israel are with Absalom. И пришел вестник Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авесалома. And so David said, okay, we need to get up, we need to escape from Jerusalem. И сказал Давид всем слугам своим, встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авесалома. Now we need to leave now or Absalom will kill us. Давид говорит, надо уходить сейчас, иначе Авесалом нас убьет. So David left. Давид ушел He left 10 of his concubines to keep the house. и оставил 10 своих наложниц, чтобы сохранить дом. So David is going to flee Jerusalem. И Давид таким образом сбежит из Иерусалима. And the Levites decided that they were going to take the Ark of the Covenant И with him. левиты решили, что они возьмут также с ним вместе и ковчег Завета. David said, no, take it back to the city. Давид сказал, не надо, оставьте в городе. If I find favor with the Lord, he'll bring me back. И если я найду милость у Господа, Он вернет меня назад. Okay, so David flees. И вот Давид сбегает. In chapter 16, И в 16 главе Absalom, all the people, the men of Israel, they came to Jerusalem. Авесалом и все вот мужи израильские, весь народ израильский пришли в Иерусалим. And in verse 21, Стих 21. Ahithophel said to Absalom, go into your father's concubines. И сказал Ахитофел Авесалому, войди к наложницам отца твоего. They pitched a tent for Absalom on the top of the house. И
И поставили для Авесолома палатку на кровле. And Absalom went into his father's concubines in the sight of all И Israel. вошел Авесолом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. So this was the fulfillment of the prophecy from 2 Samuel 12, И это было исполнение пророчества из 2 Царств 12. where Nathan said, "You did something in secret, and here's what's going to happen in public." И Давид сказал, вот что ты, Давид, сделал тайно, и вот что произойдет публично, под солнцем. All right, in chapter 18, В 18 главе David's going to say, "Okay, we need to defeat Absalom." Давид говорит, ну ладно, нам надо все-таки победить Авесолома в битве. So he's going to gather his troops. И Давид собирает свои In войска. verse 5, И в 5 стихе he commanded Joab, он повелел Иаву, Abishai, and Ittai, saying, Авесе и Ифе, "Deal gently for my sake with the young man Absalom." сберегите мне отрока Авесолома. Now, he's saying here, okay, I don't want you to kill him. Иными словами, да, он говорит, не убивайте его. Я не хочу, чтобы вы его убивали. In verse 9, В стихе 9. Absalom rode on a mule. Авесолом ехал на муле. The mule went under the thick boughs of a great terebinth tree, and he caught his head in the tree. Мул вбежал с ним под ветви большого дуба, и Авесолом запутался волосами своими в ветвях дуба. He grew hair at a tremendous rate. He had this thick head of hair. Он отрастил себе очень здоровую копну волос, очень длинные, So he большие was волосы. riding underneath, and he got his head caught in the branches, and he couldn't get loose. And now the mule went out from under him, and he's just hanging there. То есть вот и он едет со всей своей волосней, почему-то никакой завязки, ничего не пристегнул, но и в итоге запутался в ветвях дуба, а мул убежал из-под него. Косу надо было перед битвой забить. Joab came. Пришел Иав, He took 3 spears, взял 3 стрелы thrust them through Absalom's heart. и всадил их, вонзил их в сердце Авесолома. So Joab now has killed Absalom. И теперь Иав, мясник Иав, убил еще и Авесолома. And finally, word came back to David. И в конце концов слово об этом дошло и до Давида. King was deeply moved. He went to the chamber over the gate and wept. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал. Oh, my son Absalom. Сын мой Авесолом, My son Absalom. сын мой Авесолом, If only I had died in your place. кто дал бы мне умереть вместо тебя? Oh, Absalom, my son. Авесолом, сын мой, сын. Well, you see, Absalom had started this revolt against David. То есть мы видим, что Авесолом начал вот этот мятеж против Давида. David actually had to flee Jerusalem. И Давиду пришлось сбежать из Иерусалима из-за этого. David said, I must get back my kingdom. И Давид говорит, ну, мне нужно вернуть мое царство. So he got his army То есть он собирает свою армию. and said, we need to go against Absalom. Он говорит, нам надо пойти на Авесолома. But don't kill him. Но не убивайте. Joab killed Absalom. Ну, я убил такие Авесолома. David hears the news and he just weeps and weeps. И Давид слышит новости, он плачет, просто не может уняться. Chapter 19. И в 19 главе Joab came into the house of the king. Иав приходит в дом царя,
Today you have disgraced all your servants who today have saved your lives and the lives of your sons. Он говорит царю: ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих. Your daughters, the lives of your wives, the lives of your concubines. Жизнь жен и жизнь наложниц твоих. He said, you're disgraced the people who fought for you. Он говорит: ты оскорбляешь своим поведением людей, которые за тебя сражались. You love your enemies, you hate your friends. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. He said, I perceive that if Absalom had lived and all of us had died today, you'd have been happy. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. So you need to get out there and talk to your people, or nobody's going to stay with you. И я говорю: тебе нужно встать и выйти и поговорить с народом, иначе никто с тобой больше не останется. So he goes out and he talks to the people about И what Absalom had done. царь выходит, царь вышел и сел у ворот, и да, и люди, да, народ говорил о том, что сделал Авессалом. You're my brethren, you're my family. Да. И он говорит, что вы мои братья, вы моя семья, 12 стих. So let's go home. Он говорит: давайте пойдем все домой. All right, now chapters 21 through 24. И, то есть они ему говорят: вернись домой. И вот главы с 21 по 24. Are an appendix to the book. Это как бы приложение, это дополнение к книге. Okay, you need to understand this. Нужно это понимать. This is not in chronological order. То есть книга не совсем в хронологическом порядке. These are events from the life of David Это события из жизни Давида, that occurred before chapter 21. которые случились до еще, собственно, 21 главы. In chapter 21, В 21 главе we see that there is a famine in the land мы видим голод на земле, that went on for 3 years. и голод, который продолжался 3 года. Year after year, David inquired of the Lord. И Давид вопрошал Господа на этот счет. And God said, well, this is judgment on Israel because of what Saul had done in killing the Gibeonites. И Бог сказал, что это месть за Саула, суд за Саула, за то, что он убивал гаванитян. So David called the Gibeonites and said, well, what can I do for you? И Давид позвал гаванитян, сказал: что я могу для вас сделать? So they asked for the death of some people. И они попросили, чтобы из потомков Саула умерли некоторые люди. 15. Давайте там уже чуть пропустим 15 стих. The Philistines started fighting against Israel again. Филистимляне снова начали сражаться с израильтянами. And it says David grew faint. И сказано, что ослаб, утомился Давид. Okay, and here's where we have those brothers of Goliath. И вот здесь мы встречаем снова вот этих братьев Голиаф, Рефаимов. So they're going to put to death the giants. И здесь мы видим, что в нескольких сражениях вот эти исполины были умерщвлены. In chapter 22 we have songs of thanksgiving. В главе 22 мы видим благодарственную песню Давида. If you look at chapter 22, Смотрите на 22 главу. he says, the Lord rewarded me according to my righteousness, Стих according to 21. the cleanness of my hands he has recompensed me. «Воздал мне Господь по праведности моей, по чистоте рук моих вознаградил меня». This is not
how we obtain salvation, but it is how we obtain blessing. Это не то, как мы получаем спасение, но это то, как мы получаем благословение в жизни. If you obey the Lord, there is blessing. Если вы повинуетесь Господу, то вам будет благословение. So we have some wonderful psalms here. И здесь мы видим в этой главе замечательные слова, замечательную песню, псалом. The Lord live, blessed be my rock, and let God be exalted. Rock of my salvation. Стих: «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог, убежище спасения моего». Do you sing that song? Do you have a song about that? The Lord is praised. I'm not sure. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. Да, на русском. All right, and now in chapter 23, И 23 глава, in verse 1, в стихе 1. notice what David is called. Смотрите, как назван Давид. Called the sweet psalmist of Israel. Сладкий певец Израиля. So he says, the Spirit of the Lord spoke by me, His word was on my tongue. Да, Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. So David recognized that there were times when he was writing scripture. И Давид понимает, что были моменты, когда он писал Слово Божье, когда он записывал Писание. But also, the God of Israel said, the rock of Israel spoke to me. Но также сказал Бог Израилев, говорила мне скала Израиля. He who rules over men must be just, ruling in the fear of God. Владычествующий над людьми должен быть праведен, владычествуя в страхе Божьем. Oh, how often has this been true? Ну, насколько часто это было правдой? Well, he said, although my house is not so with God, yet He has made with me an everlasting covenant. Не так ли дом мой у Бога, ибо завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный. So he knows that God is going to keep His covenant. И Давид знает, что Бог будет держать слово, Бог будет сохранять этот завет. All right, in verse 8 and following, Стих 8 и ниже. we have a listing of the great men of valor who fought with David. Мы видим список храбрых мужей Давида. So they are memorialized forever in the Word of God. Сильные Давида, которые запечатлены навечно в Слове Божьем. Oftentimes we see a monument and it will have the names of heroes on it. И порой мы видим такие монументы, памятники, и на них, там, на мемориальной доске выбиты имена павших героев. But those monuments one day will crumble. Все эти памятники в какой-то момент они разрушатся. Ничто не вечно. But Но these are recorded forever. вот эти имена записаны навечно. All right, in chapter 24, И в главе 24, again the anger of the Lord was aroused against Israel. опять же, гнев Господень снова возгорелся на израильтян. And He moved David against them to say, go, number Israel and Judah. И возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисти Израиля и Иуду». And so the king said to Joab, the commander of the army, Сказал царь Иабу, военачальнику: go count the people so that you know how many there are. «Пойди посчитай народ, чтобы мне знать число народа». Well, why does David want to do this? И зачем Давиду это делать? He just wanted to know that. Ну зачем? Определить it's- войско, сколько может набрать. To recognize how many warriors he has. Yeah, he wants to know how great he is and how strong he Ну, is. ему хотелось знать, насколько он величественен и могущественен. Велик
великий могучий. And so even Joab said, why does my lord the king desires this? И даже Иоав говорит, ну, царь, зачем тебе этого желать? Для чего господин мой царь желает этого делать? So they went out to take a census. Но, тем не менее, царь есть царь, и они пошли и сделали перепись. And so they went over the whole land. И они пошли по всей земле. So they crossed over the Jordan River. Переходили Иордан, They came to Gilead, ходили в Галаад, which is in the northeast, on the east of the Jordan, то есть это северо-восток Иордана, to Dan, ходили around Sidon, в Дану, to Tyre, which is a great fortress. ходили в Сидон, пришли к укреплению Тира, это большая крепость там была, And they went all the way to the south as far as Beersheba. и вышли на юг Иудеи аж до Версаля. Took them 9 months and 20 days. Понадобилось 9 месяцев и 20 дней. Verse 9, Joab gave the sum of the number of the people to the king. И 9 стих, подал Иоав список народной переписи царю. 800,000 valiant men who drew the sword. 800 тысяч мужей сильных. And the men of Judah were 500,000 men. И иудеян 500 тысяч. So, in verse 10, В стихе 10. David's heart condemned him after he had numbered the people. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал But народ. David said, I've sinned greatly in what I've done. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так. But now I pray, O Lord, take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. И ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил. Да, 1 Паралипоменон 21, там. Now it says that Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. Да, ну сказано, что восстал сатана на Израиле, возбудил Давида сделать счисление израильтян. Now understand that Satan means adversary. Ну и важно понимать, что сатана буквально значит враг, противник. And we have here an adversary against Israel. И мы видим, что ну, буквально, если переводить еврейский текст, то восстал враг на Израиле. Восстал противник на Израиле. И возбудил Давида сделать счисление израильтян. Perhaps this was a foreign nation. Возможно, речь здесь идет о нападении иностранного народа какого-то. So something motivated David. То есть что-то мотивировало Давида это затеять. Is it fear? Был ли это страх? Is it pride? Была ли это гордость? It's a failure to trust the Lord. Но в любом случае это явно была неспособность довериться Господу. But so he said, okay, go number the people. Но, да, мы видим, в итоге он сказал, да, идите исчислите мне народ. Ну, то есть во втором Царстве 24 говорит, там другое слово, не это используется. Да. But God was displeased with this thing. Да, но Бог был недоволен этим. And David said, I have sinned greatly because I've done this thing. И Давид в 10 стихе 24 главы 2 Царств говорит, что я согрешил, сильно согрешил я поступил. Now this doesn't seem like a great sin to us. Ну, нам это не кажется каким-то большим грехом. But how serious was it? Но насколько серьезно было это тогда? It was so serious it resulted in the death of 70,000 people. Настолько серьезно, что итогом стала смерть 70 тысяч людей. I don't think you could commit a sin that bad. Я не знаю, сможете ли вы согрешить так тяжело, что это приведет к таким последствиям. I mean, even if you planned it.
Даже если это спланируете It's себе, unlikely that you could commit a sin that would result in 70,000 deaths. маловероятно, что вы когда-либо совершите такой грех, который приведет к 70 тысячам смертей. All right, let's go back to 2 Samuel, Но вернемся ко второму царству. chapter 24. Глава 24. The word of the Lord came, verse 11, the word of the Lord Стих came to the 11. prophet Gad, David's seer. Было слово Господа к Гаду, пророку, прозорливцу Давида. Another word for a prophet. Ну, еще одно слово прозорливец, которое обозначает All right, the пророка. Lord does an interesting thing here. И Господь здесь делает интересную вещь. He gives David a choice. Он дает Давиду варианты выбора. Один лучше другого. Okay, I'm going to bring discipline on you. Бог говорит, я наведу на тебя наказание, дисциплину. You get to choose. У тебя выбор есть. Ooh. Oh. So verse 12, I offer you 3 things. Итак, предлагаю тебе 3 вещи на выбор. Choose one of them for yourself that I may do it to you. Да, избери одну из них, чтобы я тебе это сделал. So here are the choices. Вот вариант. 7 years of famine come to your land. 7 лет голода в стране. Or Или you flee 3 months before your enemies while they pursue you. 3 месяца ты будешь бегать от неприятелей твоих, они будут преследовать тебя. Or shall there be 3 days plague in your land? Или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране. Give me your answer and I'll go tell the Эпидемия. Lord. Пойди, рассуди, реши, что мне отвечать Господу. Now this is interesting Интересно. for me. Мне интересно. What do we find in Deuteronomy 28? Что мы видим во Второзаконии 28 главе? The punishments. Okay, remember it's parallel to Помните, Leviticus 26. это также параллель Левитам 26 главе. Look what we find in Deuteronomy 28. Но что мы находим во Второзаконии 28? The Lord, verse 21, the Стих Lord will make the 25. plague cling to you until he has consumed you from the land. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя. Verse 23, Стих 23. your heavens which are over your head shall be bronze, the earth under you shall be iron. Небеса твои, которые над головой твоей, сделаются медью, и земля под тобою железом. That would be famine. То есть будет голод. Or verse Стих 25. 25, the Lord will cause you to be defeated before your enemies. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. So, you see these choices that God gives to him То есть вы видите, вот эти варианты выбора, которые дает Бог Давиду, are all found in Deuteronomy 28. мы все их видим во Второзаконии 28 главе. Well, David Ну, Давид, has some wisdom. у него есть мудрость некоторая. Which of these 3 would you choose? Какой бы из этих 3 выбрали выбор? Конечно, трудно. Probably third. No, А я бы сказал, а может еще один? not so wise. Ну, не так уж и мудро, на самом деле. Народу сколько. Василий would ask God, maybe you have some other option. Here's what David says. Вот что говорит Давид. Тише, тише, тише. I'm very disturbed by this. Тяжело мне очень, говорит. Please let us fall into the hand of the Lord, Но пусть впаду я в руки Господа, for his mercies are great. ибо велико милосердие But его. don't let me fall into the hand of a man. Но только бы в руки человеческие не впасть мне. He understands God has mercy. Давид понимает, что Бог милостив. If you let man administer this, they have no mercy. А если позволишь людям совершать наказание, то от них милости не дождешься. So what did the Lord do? И что сделал Господь? He sent a plague Он послал язву. from Dan to Beersheba, from north to south. От Дана до Версалии 70...
От юга до севера 70,000 people died. 70 тысяч человек умерло. And when the angel stretched out his hand over Jerusalem to destroy it, the Lord repented from the destruction. И когда ангел простер руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, Господь пожалел или And said to the покаялся о angel who was бедствии. destroying the people, Сказал ангелу, поражавшему народ: it is enough. довольно, Restrain your hand. теперь опусти руку твою. And the angel of the Lord was by the threshing floor of Araunah the Jebusite. Ангел же и Господень был тогда у гумна Орны и Иерусянина. Then David, verse 17, spoke to the Lord when he saw the angel who was striking the people. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ. So David sees all these people dying. Давид видит, как все эти люди умирают. He said, "Surely I have sinned and I've done wickedly, but these sheep, what have they done? Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Let your hand, I pray, be against me and against my father's house." Пусть же рука твоя обратится на меня и дом отца моего. Now, we should understand И нам нужно понять, that we all deserve judgment. все мы заслужили наказание. Only 70,000 people died, but there were millions who deserved judgment. Только 70 тысяч человек умерли, но все заслужили суд. At the Lord's time, in the Lord's way, He's going to take each of us out of this life. В Божие время и Его путями, тем или иным способом Он заберет каждого из нас из жизни. But here we have a great plague, 70,000 people died, which is horrible. Но здесь мы видим вот эту великую эпидемию. 70 тысяч человек погибают, это жутко. Remember, the Lord is always just in all that He does. Но помните, что Господь всегда праведен и справедлив во всем, что Он делает. Now, from David's perspective, he says, "These people didn't do anything; it was my sin." И с точки зрения Давида, конечно, эти люди ничего не сделали, это был мой грех. And yet, obviously, these people deserve judgment. Но очевидно, что эти люди также заслуживают суда. But Но it was this sin of David that began this judgment. именно с греха Давида начался этот суд. So Gad came И вот пришел Гад, to пророк go up, Гад, erect an altar to the Lord on the threshing floor of Araunah the Jebusite. и сказал: иди поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Иерусалима. So David, according to the word of Gad, went up as the Lord И commanded. пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. Verse 20, now Araunah looked up, he saw the king and his servants coming toward him. И взглянул Орна и увидел царя и слуг его, шедших к нему. Oh, he went out, he bowed down before the king. Ага, он вышел, поклонился царю лицем своим до земли. He said, why have you come here? И сказал Орна: зачем пришел господин мой царь? David said, to buy the threshing floor from you, Сказал Давид: купить у тебя гумно для устроения жертвенника, to build an altar to the Lord, that the plague may be withdrawn from the people. чтобы прекратилось поражение народа. Well, the man said, well, just take and offer up whatever seems good to you. И сказал Орна: да просто возьми за бесплатно и приноси жертву. I've got oxen here, you can use those for Вот sacrifice. валы здесь, можешь их сжечь сразу. And I've got these tools here, and they're made out of wood. You can use those to build the fire. И повозка, упряжка, вот на дрова можешь пустить. I'll give all these things to you. Я все это отдаю тебе, Давид. And the king said to Araunah, Ну, царь сказал Орне: no, but I will surely buy it from you for a price. нет, я заплачу тебе, что стоит. And notice this next phrase. И обратите внимание на следующую фразу. Nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which costs me
nothing. И не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. В современном переводе не стану приносить Господу моему Богу всесожжение, которое мне ничего не стоило. See, this man said, well, look, here are my oxen, you take those, and here's the wood, you can take that. Этот человек говорит, вот смотри, вот тут мои валы, вот можешь их взять. Вот дерево, да, там, повозки разбери, пускай на дрова, можешь брать. You know, it's like a child going to church. Это как ребенок, приходящий в церковь. On the way to church, По дороге his в церковь grandmother puts some kopecks in his hand. бабушка кладет ему какие-то копейки в руку. And he goes and he puts it in the offering. И он идет и кладет в корзинку для пожертвования. It hasn't cost him anything. Ему это ничего не стоило. Or the story. Да, история. Little boy going to church with his grandmother. Маленький мальчик приходит в церковь со своей бабушкой. So she puts in his hand И она кладет ему в руку 20 grivens. 20 гривен. Said, this is for you. Говорит, вот это для тебя. She gave him another 20 grivens. She said, this is for the Lord. И в другую руку кладет ему еще 20 гривен и говорит, а вот это для Господа. So they're walking to church. Они идут к церкви. And he put one in one pocket, one in the other. И одну купюру он кладет в один карман, другую в другой. But then as little boys do, he was playing. Ну, как делают обычно маленькие мальчики, он игрался. And one came out of his pocket and the wind blew it away. И одна купюра выпала, и ветер ее унес. He said, oh, Grandma, И он говорит, бабушка, I lost the Lord's money. я потерял Господни денежки. He said, I will not offer to the Lord that which cost me nothing. И вот, да, царь сказал, Орне, не вознесу Господу Богу моему жертвы взятой даром. So David bought that threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. И Давид купил гумно и волов за 50 сиклей серебра. And David built there an altar to the Lord И соорудил там Давид жертвенник Господу. and offered burnt offerings and peace offerings. И принес всесожжение и мирные жертвы. So the Lord heeded the prayers for the land. И Господь умилостивился над страной. See, David prayed for the land. И мы видим, буквально в английском, Господь ответил на молитвы за страну. Давид молился за страну. And the plague was withdrawn from Israel. И мор в Израиле прекратился. What is significant about this place? Что значимо, что интересно по поводу этого места, вот это гумно Орны Иевусянина? This is the same place that's found in Genesis 22. Это то самое место, которое мы находим в Бытие 22 главе. Where Abraham went up to offer his son Isaac. То самое место, куда Авраам повел своего сына Исаака на жертвоприношение. This is the same place where they will build the temple. То же самое место, на котором в будущем они построят храм.